Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Для тех, кто видит меня впервые, представлюсь. Меня зовут Юля, мне 53, и я собираюсь переезжать в Европу. Чтобы найти идеальное место для эмиграции, я проехала по прибрежным городам Испании, Португалии и Италии, и в итоге выбрала Испанию. Почему не Португалию и Италию, вы узнаете по этой подсказке. В предыдущем выпуске я об этом рассказала. Итак, в Испании я побывала в 4 городах: Валенсии, Аликанте, Торревьехе и Малаге. Эти города я оценивала по следующим критериям: близость к морю и пляжам, близость к международному аэропорту, невысокие цены на аренду недвижимости, хорошая инфраструктура, культурная жизнь и экспаты со всего мира. Очень люблю такой интернациональный замес, который позволяет, с одной стороны, практиковать свой английский, а с другой стороны, люблю, когда много испанцев, чтобы с ними разговаривать на испанском. Хочу быть полиглотом. Решила вот после 53 лет стать полиглотом. Все эти города я оценивала по 10-бальной системе. То есть 10 баллов – это круто, там 0 баллов или 1 балл – это полный отстой. Ну что, поехали? Итак, близость к морю и пляжу. Ну, в идеале я хотела, чтобы набережная находилась в центре города и плавно переходила в такую полосу пляжей. Мне прям хочется, знаете, так, посидел на набережной, выпил винца, пообщался, послушал музыкантов, потом взял, пошел, искупался и домой. В общем, для меня это прям идеальная жизнь для пота. Последнее место в этом рейтинге занимает Валенсия. Прекрасный город Валенсия, но исторический центр, центр социальной жизни Валенсии находится далеко от моря. А у моря либо какие-то старые дома с шумными цыганами, либо новостройки с космическими ценами. Поэтому я ставлю Валенсии 5. Место повыше занимает Малага. Там прекрасная набережная в центре города с белоснежными круизными лайнерами. Там рядом парк с пальмами, кафешки, магазинчики. Но до пляжа нужно ехать и довольно прилично. Поэтому Малаге оставлю 7. Ну и первое место разделили Аликанте и Торревьеха. Там есть то, что мне надо. То есть набережная в центре плавно переходит или плавно прерывается пляжами. В общем, этим 2 городам я ставлю твердую 10. Следующий критерий – близость к международному аэропорту. Этому критерию соответствуют 3 города – Малага, Аликанте и Валенсия. Рядом с этими городами находится действительно международный крупный аэропорт, откуда вы можете улететь практически во все города Европы и мира. Дорога у вас займет около получаса от центра города. В Валенсии до аэропорта ходит метро, в Малаге электричка, в Аликанте автобусы. Поэтому этим 3 городам я ставлю по 10. Чуть похуже дела обстоят в Торревьехе, потому что она находится в часе езды от аэропорта Аликанте. Каждый час ходят автобусы от аэропорта до Торревьехи обратно, и последний автобус отходит в 21 час из аэропорта. Поэтому, если вы прилетаете поздно, то вам придется такими сложно сочиненными путями добираться до Торревьехи, или брать такси, это, в общем, недешево. Поэтому Торревьехи оставлю 8. Цены на аренду недвижимости. Самая дорогая аренда в Валенсии и Малаге. Апартаменты с 1 спальней вы сможете снять от 1000 евро. Это минимум самый, поэтому ставлю оценку 6,6. Подешевле недвижимость в Аликанте около 800 евро, оценка 8. И самая доступная недвижимость в Торревьехе, по крайней мере пока, там цены на недвижимость растут как на дрожжах, пока есть возможность снять апартаменты с 1 спальней за 600 евро, и немножко выше. Поэтому Торревьеха здесь явно лидирует, я ей ставлю оценку 10. Кстати, я составила сравнительную таблицу цен на жизненно необходимые вещи, такие как недвижимость, продукты,
транспорт, интернет, мобильная связь и так далее. Сравнительный обзор 3 государств, где я побывала, и городов в этих государствах, где я тоже побывала. Поэтому, если вам интересно, заглядывайте в мой телеграм-канал, эту табличку я туда загрузила. Я думаю, что она будет полезна, если вы рассматриваете или вам просто интересно узнать стоимость жизни в этих европейских странах. Поэтому заглядывайте в мой телеграм. Там я буду оставлять такую полезную прикладную информацию, рассказывать о своих ошибках и успехах на пути иммигранта и учиться на своих ошибках, дабы чтобы вы их не совершали. А если вам интересны форматы рилсов о жизни в Европе, то загляните в мой инстаграм. Там я монтирую такие коротенькие, занимательные и очень полезные видео о нюансах жизни в Европе. Ну что, продолжаем. Инфраструктура. Здесь у всех городов все в ажуре. Есть все. Большие сетевые магазины, разветвленная сеть общественного транспорта, много школ, спортклубов, ресторанов. Поэтому всем этим городам я ставлю по 10 баллов. Культурная жизнь. Ну, тут, знаете, тут все достаточно просто. Чем крупнее город, тем там разнообразнее культурная жизнь. Поэтому нетрудно догадаться, что последнее место в этом рейтинге занимает Тривьеха, самый маленький город среди всех. Хотя в Тривьехе есть консерватория, есть стадион, есть культурный центр. Сказать, что там совсем нет культурной жизни, я не могу. Но если говорить о каких-то знаменитостях, о крупных выставках, о крупных фестивалях, то, конечно, Тривьеха стоит в стороне от этого. И, как правило, жители Тривьехи за вот этими культурными событиями едут в Аликанте. Поэтому оценка 5. Ну, как я уже упомянула, в Аликанте с точки зрения культурного досуга все повеселее. Тут уже есть достопримечательности в виде крепости, очень неплохие музеи. В археологическом музее часто бывают хорошие выставки. Классный, очень классный мне понравился музей современного искусства. Что самое приятное, что он бесплатный. Вот. И в Аликанте приезжают много знаменитостей, кстати, много наших русских артистов приезжают в Аликанте. Поэтому у Аликанте оценка повыше, 7. Еще интереснее можно провести досуг в Малаге. Вообще, Малага мне очень зашла. Замечательный город. Там очень прекрасный центр, такой, знаете, оригинальный, с восточными мотивами. Старый город, с потрясающим по красоте и масштабу кафедральным собором, замечательная набережная. Там в Малаге очень много интересных музеев, в том числе, кстати, филиал Русского музея. Там постоянно проходят какие-то мероприятия, много звезд. То есть в этом отношении Малага интересный, такой культурно насыщенный город. И к тому же оттуда несложно добраться до других столпов испанской истории и культуры. Это Гранада, Севилья и Кордова. Это города, занесенные в список ЮНЕСКО, потому что там огромное количество таких исторически важных достопримечательностей. И вот Малаге я ставлю 9. Ну и, конечно, первое место занимает Валенсия, потому что это 3-й по величине город в Испании, и там много-много-много всяких плюшек для любителей интересно, весело, познавательно и культурно провести досуг. Валенсия очень большой, нарядный, очень уютный старый город, и по нему можно долго бродить. Там есть и средневековые базилики, и архитектурные какие-то красивые сооружения в стиле модерн, в стиле барокко. То есть глаз в старом городе Валенсии радуется. Ну и, конечно, Валенсию наравне с Барселоной, Мадридом это как бы любимое место для выступлений звезд, для интересных выставок. В Валенсии очень много исторических достопримечательностей, опять же, если сравнивать с городами, о которых я говорила ранее. Поэтому Валенсия честно заработала твердую 10. Экспаты. Я совершенно не против русскоговорящего комьюнити. Все равно я буду дружить с русскоговорящими людьми. Но у этого есть свой плюс и есть огромный минус, потому что если ты погружаешься в русскоговорящую среду, ты оказываешься в таком ограниченном пространстве, не интегрируешься в Испанию и не получаешь те плюшек, которые может дать тебе жизнь в Испании.
Вот с этой точки зрения самый русскоговорящий город в Испании – это Торревьеха. Здесь везде звучит русская речь, во многих в магазинах, там, в разных сервисах, в больницах всегда можно встретить русскоговорящего сотрудника. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что там звучит и шведская, и английская, и польская речь. Торревьеха такой тоже интернациональный город, но русскоговорящих реально много. И, наверное, это очень большой плюс минус, вернее, для интеграции в испанскую жизнь, поэтому я ставлю Торревьехе 7. А вот совершенно обратную картину я наблюдала в Валенсии, в городе, в третьем по величине городе Испании, куда каждый год приезжают миллионы туристов, практически нигде в общественных местах, в общественных офисах, там, не в информационном стойке на железнодорожном вокзале, не в метро, не там, где, в офисах сотовой связи никто не разговаривает по-английски. Найти англоговорящего испанца – это в Валенсии, это челлендж. И мне странно, почему такая история в Валенсии, но я чувствовала себя там, честно говоря, беспомощной временами. Особенно, когда ты куда-то торопишься, там, тебе нужно купить билет на метро или узнать, где находится нужная тебе платформа на вокзале, а никто не говорит по-английски. Это очень грустно, поэтому Валенсии оставлю 8. А вот Малага и Аликанте – это самые настоящие интернациональные города. Там живет много экспатов со всего мира. Практически во всех публичных местах все сотрудники маломальски, иногда хорошо, иногда маломальски разговаривают по-английски. И при этом в этих городах живет много испанцев. И поэтому тебе совершенно несложно будет практиковать свой испанский, погружаться в испанскую жизнь и как бы получать от этого удовольствие. Поэтому Малаге и Аликанте я ставлю 10. Итак, подводим итоги. Та-да-да-дам! Последнее, 4 место заняла Валенсия. Ребята, я знаю, что сейчас будет куча недовольных, которые скажут, неужели Валенсия хуже, чем Торревьеха? Но это лично мое мнение, лично мои ощущения, лично мои предпочтения при выборе того или иного города. Я просто хотела, чтобы было совмещены 2 важные для меня вещи. Первое – это пляж, море и культурная жизнь. Но я поняла, что пляж и море мне нужны каждый день, чтобы купаться, гулять, а культурная жизнь по мере необходимости, точно не ежедневная. Поэтому, если мне она нужна, я просто сяду на автобус, там, на электричку или на собственное авто, если куплю, и доеду до культурного места. Главное, чтобы это было недалеко. Поэтому вот Валенсия, увы, для меня на 4 месте. А на 3 месте в рейтинге городов для иммиграции у меня стоит Торревьеха. Торревьеху, кстати, очень сильно ругают. Ругают за то, что там много русскоговорящих, за то, что там грязно, не очень красиво. Но мне вот лично Торревьеха очень понравилась. Она не многоэтажная, она очень уютная, домашняя. Она небольшая, и там довольно несложно добраться, можно быстро добраться до хороших пляжей. А при этом этот город очень активно развивается, облагораживается, открываются новые рестораны, парки. В общем, в Торревьехе есть такая движуха очень мне приятная. Но если все-таки вы рассматриваете и ищете место, где будет развивающая среда для ваших детей, где будут хорошие школы, университеты, конечно, Торревьеха – это не ваш выбор. А на 2 месте у меня стоит Малага. Вот с точки зрения такой богатой культурной жизни, красоты и душевности, комфорта, Малага, конечно, город очень подходящий для жизни. С одной стороны, здесь и интересно, и комфортно одновременно, и при этом это самый солнечный город, самый теплый город. Здесь необыкновенно теплые зимы, но, правда, очень жаркое лето. Это надо учитывать тем, кто никак не переносит зной. И больше всего моим критериям соответствует Аликанте. Город с активной движухой, с большим количеством экспатов, интернациональный город, при этом есть набережные и прекрасные пляжи. И все же, несмотря на то, что Аликанте
заняла прочное первое место, я для переезда выбрала Тривьеху. Объясню почему. Для начала, когда ты не знаешь языка и тебе придется решать очень много бюрократических вопросов с испанцами, очень важно такое хорошее русскоговорящее комьюнити, к которому ты можешь обратиться за помощью. Это первая причина. В Тривьехе она самая большая. И вторая причина, ну, может быть, она временная, это просто такое мое временное желание. Я за 30 с лишним лет жизни в Москве очень устала от больших городов, от большой движухи, от многоэтажных домов, из-за которых не видно неба. Мне что-то захотелось чего-то более низкого, провинциального, домашнего. Может быть, после года жизни в Тривьехе я завою и скажу «хочу в большой город». Вполне возможно, но пока мой выбор пал на Тривьеху. Вот, ну, о своем выборе я сказала. Дальше моя история продолжается. Буду рассказывать о том, какую визу я выбрала долгосрочную, как собирала документы, во сколько мне это все обошлось. В общем, будет много очень полезной, прикладной и эмоциональной информации о моем пути иммигранта. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю вам о своем телеграм-канале, в котором будет очень много полезной информации, такой систематизированной в таблицах, в каких-то схемах, чтобы легче было все это воспринимать. И если любите короткие видео о жизни в Европе, то заглядывайте в мой инстаграм. На сегодня все. Всех целую. Ваша Юля.